История, произошедшая 28 апреля 1988 года на борту самолета Aloha Airlines рейса 243, это не просто авиакатастрофа. Это захватывающий рассказ о смелости, инженерном гении, везении и, прежде всего, невероятной человеческой воле к жизни. Это история, которая заставляет переосмыслить хрупкость нашей реальности и в то же время вдохновляет верой в чудеса. Это история, которая касается каждого из нас, ведь мы все пассажиры жизни, и каждый день сталкиваемся с вызовами, требующими от нас силы духа и веры в себя. Гавайские острова, казалось бы, созданы для беззаботного отдыха. Яркое солнце, лазурные волны, безмятежное небо. Именно эта идиллия, как ни парадоксально, стала декорацией для одного из самых драматичных событий в истории авиации. Над этими прекрасными островами, в небе, которое, как казалось, должно было быть самым безопасным местом на Земле, развернулась трагедия, навсегда изменившая представление о безопасности полетов и заставившая задуматься о человеческих возможностях в экстремальных ситуациях. Рейс 243, выполнявшийся Boeing 737-200, должен был соединить Хило, главный город острова Гавайи, с Гонолулу, столицей штата. Это был короткий, всего 35-минутный перелет. Обыденность для десятков, а то и сотен пассажиров, ежедневно перемещавшихся между островами. На борту находились 89 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них были местные жители, возвращавшиеся домой к своим семьям, туристы, наслаждавшиеся отпуском в райском уголке, и бизнесмены, спешившие на важные встречи. Это были самые обычные люди, направлявшиеся по своим делам, предвкушавшие встречу с друзьями и близкими, или просто наслаждавшиеся красотой полета над Тихим океаном. Никто из них и представить себе не мог, что этот рейс станет для них испытанием на выживание, что за считанные минуты их мир перевернется с ног на голову, и что они будут лицом к лицу со смертью. 23-я минута полета. Самолет находился на высоте около 7000 метров, 24 тысячи футов, когда произошла катастрофа. Летчики получили предупреждение о небольшом изменении давления в салоне, но это были незначительные показатели, и, казалось, ничто не предвещало беды. Все было спокойно, размеренно, как и тысячи раз до этого. Внезапно, с оглушительным звуком, похожим на взрыв, в носовой части самолета образовалась огромная дыра. Мир вокруг пассажиров рухнул в одно мгновение. Звук был похож на быстрый разрыв паруса. Это произошло мгновенно. Не было никаких признаков, ничего не предвещало этого, вспоминал впоследствии капитан Роберт Шорнштаймер, пилот с 44-летним стажем. Человек, которому предстояло принять одно из самых сложных решений в своей жизни. В одно мгновение обшивка фюзеляжа, буквально вырванная потоком воздуха, исчезла, обнажив внутренности самолета, его стальные ребра и коммуникации. Сразу несколько пассажиров с ужасом увидели небо сквозь образовавшуюся дыру. Салон самолета мгновенно превратился в зону экстремального риска. Место, где секунды решали жизни. Мощный воздушный поток, созданный перепадом давления между салоном и внешней атмосферой, мгновенно хлынул внутрь. Ветер свистел в ушах, разбрасывая обломки, предметы, одежду. Температура воздуха на высоте 70 тысяч метров составляла около 40 туйдееисе. Пассажиры, привыкшие к тропической жаре, были подвержены воздействию ледяного ветра, грозящего переохлаждением и обморожениями. Один из самых трагичных моментов – гибель стюардессы Кларибель Лэнсинг, опытной сотрудницы, посвятившей авиации 37 лет. Она находилась в проходе, когда ее мгновенно выбросило наружу мощным потоком воздуха. Ее тело так и не было найдено. Пассажиры, сидевшие в креслах, были пристегнуты, что без сомнения спасло им жизнь, удержав их в салоне и предотвратив падение в смертельную бездну. Однако даже пристегнутые ремни не могли полностью защитить от экстремальных условий. Люди испытывали сильнейший стресс, паниковали, не понимая, что происходит.
Они испытывали проблемы с дыханием из-за разряженного воздуха и резкого падения давления. Каждая секунда казалась вечностью. Страх сковывал тела и души. На высоте 7000 метров условия для выживания были критическими. Уровень кислорода в крови падал, составляя всего 60% от нормы, что могло привести к гипоксии и потере сознания. Каждый вдох давался с трудом. Сознание могло померкнуть в любой момент. Пилоты понимали, что у них есть считанные минуты, чтобы спасти жизни пассажиров, что от их решительности и профессионализма зависят судьбы 94 человек. Не мешкая ни секунды, капитан Шорнштаймер принял решение о немедленном снижении. Это было жизненно необходимое, но невероятно сложное решение. Задача была сложной. Необходимо было снизиться до высоты, где можно было бы дышать, где условия были бы хоть немного более благоприятными для выживания, но при этом избежать паники в салоне, сохранить контроль над самолетом с поврежденным корпусом и довести его до ближайшего аэропорта. Пилоты, слаженно работая в команде, демонстрируя невероятную выдержку и хладнокровие, мастерски управляли самолетом, борясь с турбулентностью, вызванной повреждением фюзеляжа, и сильнейшим встречным ветром, рвущим самолет на части. Они снизили высоту до 3000 метров, где условия были значительно лучше, где люди могли дышать легче, и шансы на выживание увеличились. «Дыхание стало легче», — вспоминал один из выживших пассажиров, глубоко вдыхая, словно пытаясь вновь ощутить тот воздух, который подарил ему жизнь. Но страх никуда не делся. Мы не знали, что происходит и что нас ждет. Мы не знали, выживем ли мы вообще. Среди пассажиров рейса 243 оказался ученый-астроном. Он летел в хвосте самолета и оказался свидетелем разворачивающейся драмы. Человеком, наблюдавшим за происходящим с трезвым взглядом ученого, но в то же время испытывавшим ужас и отчаяние, как и все остальные. Его рассказы стали ценным источником информации о том, что происходило внутри самолета, о панике, о борьбе за выживание, о героизме и самообладании. Меня беспокоило, что дыра постоянно увеличивалась, от обшивки отрывались новые куски, вспоминал он, описывая кошмар, разворачивающийся на его глазах. Я даже в шутку прозвал это «большим взрывом», по аналогии с теорией расширения Вселенной. Его наблюдения подтвердили. Повреждения самолета были колоссальными, катастрофическими. Самолет буквально разваливался на части. Его конструкция, казалось, не выдержит и нескольких минут. Казалось, что с каждой секундой шансы на выживание таяли, как снег под палящим гавайским солнцем. Но люди продолжали бороться, надеясь на чудо. Следующей задачей пилотов был поиск ближайшего аэропорта для экстренной посадки. Это была задача не просто сложная, а почти невозможная. Самолет, получивший критические повреждения, вел себя непредсказуемо, его управление было затруднено. Возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет сделал второй круг над аэропортом. Затем отказал левый двигатель, что еще больше усложнило ситуацию, лишив пилотов важного источника тяги и контроля. Но даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации пилоты проявили невероятное мастерство, хладнокровие и профессионализм, граничащий с героизмом. Они, работая как единый механизм, смогли посадить поврежденный самолет, используя только один двигатель, на полосу аэропорта Мауи. Это был настоящий подвиг, требующий безупречного владения самолетом, быстрой реакции, интуиции и, конечно же, принятия решений в условиях высочайшего стресса, когда каждая секунда могла стать последней. После посадки стало ясно, что эта катастрофа – настоящее чудо, что невероятное стечение обстоятельств, помноженное на мужество и профессионализм экипажа, подарило надежду на жизнь. Из 94 человек, находившихся на борту, выжили 93. 65 человек получили ранения, но это были в основном травмы, полученные от летящих обломков, переохлаждения и стресса. Погибла только стюардесса Кларабель Лэнсинг, героиня, отдавшая свою жизнь ради спасения других.
Самолет, в котором после аварии оставались лишь балки пола, был практически разрушен. Его конструкция была полностью нарушена. Эксперты позже выяснили, что единственное, что удерживало самолет в воздухе, это поразительно балки пола, являющиеся основой конструкции и удерживающие обломки вместе. После посадки самолет выглядел, как будто побывал на настоящем поле боя. Израненный, изувеченный, но все же устоявший. Обшивка фюзеляжа отсутствовала на протяжении большей части верхней половины самолета, открывая взгляду внутренности самолета и небо. Повреждения были настолько масштабными, что эксперты задавались вопросом, как самолет вообще смог остаться в воздухе, как он смог пролететь несколько десятков километров и как пилотам удалось совершить посадку. Ответ был прост. Благодаря невероятной силе духа, профессионализму и желанию выжить. После тщательного расследования было установлено, что причиной катастрофы стала усталость металла, разрушение обшивки фюзеляжа из-за циклической нагрузки. Boeing 737-200, эксплуатировавшийся Aloha Airlines, к моменту аварии находился в эксплуатации уже 19 лет и совершил более 89 тысяч взлетов и посадок. За эти годы обшивка подвергалась постоянным нагрузкам, связанным с перепадами давления при взлете и посадке, с изменением температуры и воздействием внешней среды. Кроме того, самолет эксплуатировался в сложных условиях повышенной влажности и солености, что привело к коррозии металла. Со временем в обшивке образовались микротрещины, незаметные при обычном осмотре, невидимые невооруженным глазом. Одна из этих трещин начала распространяться вдоль заклепок, соединяющих две части фюзеляжа, как маленькая, но коварная болезнь, незаметно разрушающая организм изнутри. Трещина постепенно увеличивалась, ослабляя конструкцию, как коррозия ослабляет сталь. В момент полета на высоте 7000 метров, когда самолет подвергся максимальной нагрузке, связанной с перепадом давления и воздействием внешней среды, обшивка не выдержала. Произошел мгновенный разрыв, и часть фюзеляжа просто исчезла, как будто ее и не было. Катастрофа рейса 243 стала одним из самых важных событий в истории авиационной безопасности. Она не только показала хрупкость техники, но и выявила необходимость более тщательного контроля состояния самолетов, особенно тех, которые эксплуатируются в сложных условиях и имеют большой налет часов. После аварии были введены новые процедуры технического обслуживания и осмотра самолетов, направленные на выявление скрытых дефектов и предотвращение усталости металла. Были разработаны более строгие требования к контролю за коррозией и неразрушающему контролю, позволяющие обнаружить скрытые трещины и дефекты. Авиакомпании были обязаны проводить более частые инспекции самолетов, уделяя особое внимание заклепкам, стыкам обшивки и другим критическим узлам. Была улучшена система обучения пилотов, чтобы они были готовы к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы они могли принимать быстрые и верные решения в условиях высочайшего стресса. Катастрофа Aloha Airlines – это не только трагедия, унесшая одну жизнь, но и напоминание о важности соблюдения правил безопасности, о внимательности и ответственности. Один из самых важных уроков, который извлекли из этой истории, это необходимость всегда пристегивать ремень безопасности во время полета. Казалось бы, простая и очевидная вещь, но именно она могла спасти жизни многих пассажиров. Хотя многим пассажирам удалось выжить благодаря чуду, выжили бы они все, если бы были не пристегнуты. Несомненно, пристегнутые ремни помогли пассажирам остаться в своих креслах и избежать падения, когда в салоне начался хаос, когда в нем бушевал ураган. История рейса 243 Aloha Airlines – это история о героизме, самоотверженности, профессионализме и невероятной воле к жизни. Это история, которая навсегда останется в памяти людей, переживших этот ужас, и будет напоминать нам о важности безопасности, о цене человеческой жизни и о том, что даже в самых безнадежных ситуациях
нельзя терять надежду. Это история, которая учит нас ценить каждый прожитый день, каждый миг, проведенный с близкими. Эта история также является напоминанием о том, что даже в самых страшных ситуациях, когда вокруг царит хаос и смерть дышит в затылок, всегда есть место для надежды, для веры в себя и в людей. Пилоты, стюардессы и пассажиры, оказавшиеся в эпицентре катастрофы, проявили мужество, стойкость, взаимопомощь и самообладание, которые позволили им выжить, спасти жизни других и вернуться к нормальной жизни. Расследование катастрофы привело к серьезным изменениям в авиационной отрасли, сделав полеты более безопасными для миллионов пассажиров во всем мире. История рейса 243 Aloha Airlines – это напоминание о том, что наука и техника развиваются, чтобы сделать мир безопаснее, и что даже в самых сложных ситуациях люди способны находить решения, преодолевать трудности и побеждать обстоятельства. Это история о том, что люди — это не просто машины, а существа, способные на невероятные подвиги, на самопожертвование и на любовь, даже перед лицом смерти. И эта история вдохновляет нас верить в лучшее и никогда не сдаваться.